Русский, который ты понимаешь. Привет! Сегодня мы поговорим про ежедневник. Ты знаешь, что такое ежедневник? Это маленькая книга, где ты пишешь, что ты планируешь делать каждый день. Я прочитаю тебе план человека на один день. Ты должен или должна угадать, какой это день недели. Человек 1. Это Лена. Она работает дома. У нее есть бизнес. Это ее ежедневник. Я прочитаю ее план на сегодня. Угадай, какой это день недели. Посмотри на ее ежедневник. Сегодня у Лены трудный день. Лена много работает. Рано утром у нее встреча с клиентом в кафе. Днем она пойдет к маме на обед. Ее мама отлично готовит лазанью. Скоро у мамы день рождения, в среду. А вечером после работы Лена хочет пойти с Дашей на французскую комедию и, может быть, потом в бар. Какой это день недели в ежедневнике Лены? Это понедельник. Человек 2. Это Валентин. Он студент. Это его ежедневник. Посмотри на ежедневник Валентина. Он ходит в университет почти каждый день. Валентин хочет быть профессиональным спортсменом или учителем спорта в школе. Сегодня у него нет университета, потому что сегодня будет экскурсия в Министерство спорта. 2 раза в неделю у него тренировка. Он занимается баскетболом. Сегодня у него тренировка в 2. После тренировки он хочет пойти с друзьями в парк. Валентин хорошо играет на гитаре и хочет играть на гитаре в парке. Какой это день недели в ежедневнике Валентина? Это вторник. Человек 3. Это Ирина Ивановна. Она не работает. Она пенсионерка. Это ее ежедневник. Посмотри на ежедневник Ирины Ивановны.
Сегодня у Ирины Ивановны интересный день. Утром она любит плавать, поэтому в 11 она пойдет в бассейн. Она будет плавать до обеда. Днем она любит спать. Недолго, 1 час. После сна она хочет встретиться с подругами и пойти на фильм. В библиотеке показывают итальянские фильмы с субтитрами. Она очень хочет посмотреть старый черно-белый фильм и послушать итальянский язык. Она говорит по-итальянски. Какой это день недели в ежедневнике Ирины Ивановны? Это пятница. Человек 4. Это Сергей. Он работает в школе. Он учитель физики. Это его ежедневник. Посмотри на ежедневник Сергея. Сегодня Сергей может спать долго, потому что уроки в школе начинаются в 11. После уроков он пообедает в школе, а не дома, потому что сегодня он идет на конференцию в университете. Его студенты будут там. Вечером он хочет пойти на ужин с коллегами в их любимый мексиканский ресторан. А еще они хотят играть в боулинг. Сергей очень любит играть в боулинг. Какой это день недели в ежедневнике Сергея? Это четверг. Отлично, ты молодец. А сейчас задание 2. Я прочитаю текст еще раз. В этот раз у меня есть 5 вопросов. Ты должен или должна угадать, кто этот человек. Лена, Валентин, Ирина Ивановна или Сергей. 1. Кто говорит по-итальянски? 2. Кто умеет играть на гитаре? 3. Кто сегодня встал или встала рано? 4. Кто любит плавать? И 5. Кто сегодня пойдет в мексиканский ресторан? Человек 1. Лена. Сегодня у Лены трудный день. Лена много работает. Рано утром у нее встреча с клиентом в кафе. Днем она пойдет к маме на обед. Ее мама отлично готовит лазанью. Скоро у мамы день рождения, в среду. А вечером после работы Лена хочет пойти с Дашей на французскую комедию и, может быть, потом в бар. Человек 2. Валентин. Он ходит в университет почти каждый день. Валентин хочет быть профессиональным спортсменом или
учителем спорта в школе. Сегодня у него нет университета, потому что сегодня будет экскурсия в Министерство спорта. 2 раза в неделю у него тренировка. Он занимается баскетболом. Сегодня у него тренировка в 2. После тренировки он хочет пойти с друзьями в парк. Валентин хорошо играет на гитаре и хочет играть на гитаре в парке. Человек 3. Ирина Ивановна. Сегодня у Ирины Ивановны интересный день. Утром она любит плавать, поэтому в 11 она пойдет в бассейн. Она будет плавать до обеда. Днем она любит спать. Недолго, 1 час. После сна она хочет встретиться с подругами и пойти на фильм. В библиотеке показывают итальянские фильмы с субтитрами. Она очень хочет посмотреть старый черно-белый фильм и послушать итальянский язык. Она говорит по-итальянски. Человек 4. Сергей. Сегодня Сергей может спать долго, потому что уроки в школе начинаются в 11. После уроков он пообедает в школе, а не дома, потому что сегодня он идет на конференцию в университете. Его студенты будут там. Вечером он хочет пойти на ужин с коллегами в их любимый мексиканский ресторан. А еще они хотят играть в боулинг. Сергей очень любит играть в боулинг. Ты знаешь ответы? Давай посмотрим вместе. 1. Кто говорит по-итальянски? Ирина Ивановна говорит по-итальянски. 2. Кто умеет играть на гитаре? Валентин умеет играть на гитаре. 3. Кто сегодня встал или встала рано? Лена встала рано, потому что у нее встреча с клиентом. 4. Кто любит плавать? Ирина Ивановна любит плавать. И 5. Кто сегодня пойдет в мексиканский ресторан? Сергей пойдет в мексиканский ресторан с коллегами. Сколько ты угадал или угадала? Напиши в комментариях. Новые слова можно тренировать в Quizlet.